У тебя вот тут какие-то штуки черные под глазом. Это мои слезы. Ты не подруга, если ты их не сговоришь про отпечатывающийся тушь. Это слезы. Слезы, потому что мы уже ничего не можем воспроизвести нормального. Я слишком nervous для Зачем этого. мы будем говорить вместе? Давай кто-то один скажет, что все вместе, это типа будет «Hi». Точки зрения. Всем привет. Всем привет. Это подкаст «Точки зрения». Доброго вечера, Доброго времени суток. Вот это мы сказали, Да. это было хорошо. Сегодняшний выпуск будет про социальные группы, про такую неожиданную тему, может быть, а может быть и нет. Вещь, про которую мы хотели поговорить, наверное, уже пару месяцев, я бы сказала так. Quite a bit. Да, Немножко, то, в чем да. мы находим свое отражение, и то, с чем мы сегодня столкнулись в обсуждении шопинга. Я не хочу делать к этому отсылку, но это то, что Сегодня, да, нас сподвигло к этому разговору. это имело место быть. В Да. сегодняшний день мы решили, что today is the day. Надо Да. делать. Мини-юбилей — это повод. Да. Это Тем более повод. вы заценили, какая у нас обстановка, атмосфера. Да, мы сидим записываемся в библиотеке моего совершенно другой университета. локации. Время, место и обстоятельства обязывают нас говорить хорошие и умные вещи, поэтому давайте все вместе помолимся за это. Помолимся за этот выпуск, что он выйдет, правда, информативным, как и, в принципе, все наши выпуски, поэтому... Let's go. Социальные группы. На самом деле, я думаю, этот термин вы слышали уже с уроков обществознания в 9 классе или когда вы готовились к ОГЭ. На самом деле, это достаточно нудная тема, если вы не будете смотреть на нее с перспективы ежедневного использования, в какой структуре вы на самом деле работаете, живете, учитесь и развиваетесь. Социальные группы, я перефразирую научный стейтмент своими словами, но социальная группа — это сообщество или общество, группа людей, объединенных статусом, интересами или каким-либо иным положением. Если говорить еще проще, это ваше комьюнити. Это то, что вас окружает. Ничего Вы себе являетесь- проще. Да, это еще Люди, проще. которые не Это еще... понимают, Все знают что слово такое комьюнити. комьюнити. Все знают слово комьюнити. Ладно. Это конкретная группа. Но если, как я уже сказала, вы будете смотреть это просто на бумажках и решать задачки с этим прекрасным термином, оно вам ничего не даст. Если вы подумаете об этом со стороны вашего ежедневного использования, вы поймете, что на самом-то деле, если вы зададите саму себе вопрос, а частью какой группы я являюсь, что мне нравится и кто я, это даст вам очень много пищи для ума. Это будет сложно. Это сложнее, чем кажется. На самом деле, да. И сложно дать такой однословный и однозначный ответ, что я вот этот вот. Нет. А большинство людей, я думаю, на этот вопрос ответят, основываясь на их хобби. Я чуть не сказала на хобби-хорсинге. Ладно, основываясь на своем хобби. То есть, например, я люблю играть в видеоигры, значит, я являюсь частью комьюнити, который играет в определенную компьютерную игру. Но на самом деле, если ты, в принципе, человек, который как-то в повседневной жизни растворяется и не сильно имеет ярко выраженные хобби и ярко выраженный путь, по которому двигается, допустим, вы не хобби-хорсер, и вы не спортсмен, и вы там не музыкант, и вы просто обычный человек, который что-то любит делать, он делает всего, он пробует все, и вы не можете себя отнести к какой-то конкретной группе. Это то, с чем столкнулась я буду говорить за себя персонально. С чем столкнулась я. Не И то, чтобы это прям проблема, о которой я раньше думала. Мы когда с Лизой вообще начали это обсуждать, я прям реально, это почва для рассуждений. Я прям задумывалась, что... А ведь и правда. Не то, чтобы это вообще-то моя жизненная цель, как бы отнести себя к какой-то группе. Я есть я, но все-таки интересно вообще, какое у меня комьюнити, какое у меня общество и так далее, потому что все мы понимаем, что какой мы ведем образ жизни, такое у нас и окружение. Да, совершенно правильно. Основываясь на этом, я бы сказала так. Это имеет место быть в таких неформальных и простых вещах, как, например, выбор одежды, выбор
любимого музыкального исполнителя, выбор жанра фильма или просто вопрос, а к какому клубу я хочу себя отнести. Может быть, я хочу быть членом клуба, книжного клуба. Да, там рисование, но там пение. Правда ли это то, что меня описывает полностью? Правда ли я полноценный член этого общества? Я на самом деле задумывалась об этом раньше, и я поняла, что очень сложно отнести себя именно конкретно, когда ты являешься частью множества клубов, множества сообществ и множества кругов, когда ты не можешь отнести себя к одному. Например, все очень просто. Мы все классифицируемся по любым группам, по группам любой категории, я бы сказала так. Мы можем классифицироваться по группам, по возрастной группе. То есть, если Полине 18 лет и мне 18 лет, по идее, мы находимся в одном общем круге. Да, мы обе девочки, мы обе девочки. И это вполне дает вам характеристику, как, например, на задаче про вероятность. Какова вероятность, что встретятся две девочки одного возраста, проживающие в одном районе. Следующая классификация идет более узкая. Это когда вы начинаете отсеивать себе круг общения или просто круг, в котором вы находитесь, по предпочтениям. Допустим, я люблю читать книги. Полина не любит читать книги, но она любит серфинг. Естественно, мы... Если что, это рандомный факт. Это рандомный факт, это, ладно, ничего не имеет места в общем. Мы будем, естественно, сужать круг уже до наших интересов. Но что делать, если ты задаешь себе вопросом, и ты понимаешь, что ты не один круг и не одно комьюнити, а ты и книжечки любишь читать, и серфить любишь, иногда ты еще и в зальчик ходишь, еще и бегаешь, еще и что-то еще делаешь. Ну, да, но при этом тоже ты тогда. Ты не отдаешься на 100% в одно какое-то направление. Когда мы это обсуждали, ты даже приводила пример, там ты ходишь в зал, но ты не качок, там ты, не знаю, читаешь книги, но не каждый день, ну, типа того. Да, и в этом случае социальная группа не может тебя научить и развить в этом направлении, в котором ты хочешь, потому что ты не чувствуешь полной привязанности к этому. На самом деле, пример очень хороший, мне кажется, пример социальной группы, не закидайте меня камнями, но это религия. Допустим, вы относите себя к одной из религий, вы относите себя к этой социальной группе, вы часть этого. То есть вы соблюдаете правила, которые эта социальная группа вам преподает. Вы стараетесь походить на остальных членов этой группы. Но как же быть, если вы атеист? Как же быть, если вы верите в одно, живете в условиях другого, и вам приходится мириться с условиями третьего? Мне кажется, кстати, такой вброс, а.к.а. персональное мнение, мне кажется, то, что религия, это будет такая, знаешь, самая, что ли, сильная социальная группа, потому что в ней есть ряд правил, установок, которые никто не вправе нарушить, как бы это считается грехом, это, то есть грехом. Это прям так грехом. Простите, если вы посмотрели наше первое видео, вы понимаете, почему я так говорю. Там сейчас будет такая отсылка. В общем, это такая самая устойчивая, уже довольно старая, устаканившаяся группа, и и это не какая-то там маленькая группа, которую вы создали, а это прям всемирная. Глобальная. Да, интернациональная. Но на самом деле религия, Полина права, это одна из самых старых типов классификации людей. Еще проще, это, наверное, наш, не наш. Но также к социальным слоям или к социальным группам, допустим, можно отнести социальные слои. То есть всегда с истока начала миров всегда так было, всегда так классифицировалось общество, что есть богатые, бедные, есть средний класс, есть мажоры, есть не мажоры, да, в смысле мажоры, кстати, буржуазные. Есть буржуазное общество, есть не буржуазное. Вассалы, феодалы. Да, вассалы, феодалы и the rest of them.
Когда я начала читать материал, чтобы подготовиться к этому, что же такое, почему ты не можешь, состояв в какой-то незначительной группе, отнести себя полностью к ней, почему ты не можешь выбрать определенную группу, и как же вообще понять, кто ты. В обществознании, в принципе, в социологии есть такой термин, как квазигруппа. Это не я придумала это название, естественно, это исходит из латинского слова «квази», это мнимый. Мнимые группы это, в принципе, как раз-таки то, о чем я говорила. Это группы без рамок, они расплывчатые, это нечеткая социальная структура, это нечеткий социальный слой. Если бы, допустим, я, Полина и еще 5 человек наших друзей вдруг сели в одной комнате и стали бы что-то делать и о чем-то говорить, мы бы, наверное, могли считаться как квазигруппа, потому что мы не имеем четких рамок, мы каждый представляем свое, мы здесь, потому что нас объединяет какая-то одна единая цель, она не глобальная, она не четкая, нам, допустим, просто нравится проводить время вместе. И буквально недавно, когда мы с Полиной об этом разговаривали, это бы не было такой большой проблемы, если бы не относиться к какой-то социальной группе или не идентифицировать себя как кто-то, не отражалось на таких простых вещах, как представлять себя, как репрезентировать себя. Да. Что ты будешь говорить, когда тебе спросят, а кто ты? А ты кто? Да, расскажи там. Расскажи о себе. У тебя 2 минуты. Это касательно нашего проекта, над которым мы работали в университете. Да, расскажи о себе за 2 минуты. Представь себя, никто тебя не знает, ты новый. И вот здесь-то очень большой вопрос, а кто я? Потому что часто люди начинают здесь, правда, упоминать свои хобби. Это, в принципе, мне кажется, все, 90% информации, про которую люди говорят в такие моменты. Если вы встретились где-то в другой стране, в другом городе, неважно, вы, конечно, скажете, меня зовут там Вася, мне 28, я из другой страны, но это займет 5 секунд вашего времени. Потом вы будете слушать, какой Вася продуктивный, перспективный, чем он занимается, где работает, какими хобби увлекается, то, что он любит играть в шахматы и так далее. Но он не шахматист. То есть вот эту информацию, которую вы даете при новом знакомстве, то, как вы себя описываете, то, как вы будете выглядеть в глазах другого человека, потому что он знает ровно 0 о вас, и то, какое вы первое впечатление сложите, вот в этом и есть вопрос, что сказать, что назвать, потому что я, for example, я занимаюсь конным спортом, мне это очень нравится, это мое любимое хобби, но я не живу этим каждый день, как бы мне не хотелось. И если я приду к новому человеку и скажу, я занимаюсь конным спортом, наверное, не представят меня на лошади 24/7, у которого есть своя лошадь дома, но это не так. И то есть тебе нужно как-то пытаться дать, наверное, как можно больше информации о себе, конкретной информации о себе, чтобы у вас были такие точки соприкосновения с этим человеком. Даже не точки соприкосновения, а просто стабильные поинты. То есть ты, вот я делаю это всегда. Вот ты, это вот я это и вот часть, это. Там, Да. допустим, я читаю книги с 5 лет, когда я только научилась читать, или whatever, когда дети учатся читать. Ну, значит, это твоя стабильная линия. Ты стабильный участник этой активности. На самом деле, вот да, Полина хорошо сказала, что мы все упоминаем свои хобби, но не можем четко и конкретно сказать, к какой группе мы относимся, кто мы. И, кстати, вот когда я про это думала, я всегда очень завидую людям, которые имеют стабильное хобби. Я, в принципе, человек абсолютно нестабильный. Я меняю свои решения, меняю преференсы, меняю вообще все раз. Меняет обои каждые 2 дня. Да, это фан-факт. Я совсем вот другая половина. Это фан-факт. Мне всегда было очень сложно оставаться с одним хобби, с одним преференсом на протяжении долгого времени. И на самом деле, да, я правда завидую. Я завидую, когда люди говорят, я люблю компьютерные игры, играю в них там, с 9 лет, как научился включать компьютер. Это круто. Это круто, ты нашел свою стабильную социальную группу. Но что же делать мне?
Это вопрос, который я себе задаю. Я не знаю, найду ли я на этот ответ, но я думаю, найду. Ну, мне кажется, это примерно перетекает в вопрос, а в чем смысл жизни? Нет, не совсем. Не совсем, ну, типа найти себя, там все такое, Но смысл понять жизни — свое это более глобальная призвание, признание. Но социальная группа это все-таки немного поменьше вообще. Ну, я не могу я найти слова, думаю, мы отсылка. сейчас перейдем в такую Совершенно небольшую дискуссию, другую, да. потому что как раз-таки выбор социальной группы, социальной принадлежности — это то, что тебя воспитывает. Мгм. То есть не выбрав Мгм. нее логически, Мгм. ты развиваться не будешь, Мгм. потому что ты как бы средний. Но мы развиваемся, но мы почему-то развиваемся по течению. То есть у тебя, если я могу сейчас, если я сейчас могу правильно описать то, что творится у меня в голове, я попробую. Если мы будем разделять, допустим, на два потока, грубо говоря, люди с, не знаю, люди физмат и люди соцгум, социально-гуманитарные, то вот этот флоу, эти два флоу, они, в принципе, в себе несут достаточно много разных ответвлений. То есть, допустим, в физмат и соцгум ты можешь быть классным программистом, ты можешь там быть крутым математиком и классным физиком, ты можешь быть инженером, или ты можешь просто быть чуваком, которому очень легко дается математика, ты все равно в этом флоу. То же самое социально-гуманитарный. Ты можешь не принадлежать к определенной группе, ты можешь быть просто человек, которому проще читать книжку, чем сидеть и решать задачи, которому проще построить речь, которому проще коммуницировать с людьми и быть, в принципе, оратором и давать паблик спикинг. Но это большие флоу. Но как же тебе выбрать свою точную ветвь, свой точный ручей или свою точную линию? Вот большой вопрос. Мне кажется, это будет, наверное, единственный выпуск, где мы оставим это без ответа, потому что я, правда, не знаю. Потому что это то, что волнует нас самих, Это правда волнует. И мы не знаем ответ на этот вопрос. Да. Но у меня есть встречный вопрос. А зачем? Зачем себя... А зачем себя вгонять в такие рамки и искать себе соцгруппу, чтобы вот я вот здесь и все. Ну вот ты найдешь, ты себя туда впишешь, у себя же в голове, и что? Зачем? Ну, в этом-то, наверное, есть позиция несуществования в конкретной группе. Наверное, это Вот это то же самое, понимаете, если вы будете частью группы людей, которые считают себя эмо, и вы будете полностью копировать поведение и копировать рамки и фазы вот этой группы, вы потеряете себя. В этом-то, наверное, и есть вот эта уникальность каждого человека собирать в себе каждые молекулы, каждые молекулы от всего. Ну тогда это супер сложно. Как тогда себя описать? Тогда кто ты? Я всего по чуть-чуть. Я люблю и это, и это, и это. Я и панк, и металлист, и кто я есть. И мамин кулинар. Не могу себя отнести к социальной группе. Не могу выбрать определенность. Мне кажется, знаешь, на протяжении всего нашего речи, диалога, точнее, я представляла в голове, не помню, это называется Venn-диаграмма, по-английски, если что, или нет. Короче, когда вот такие кружочки, и они пересекаются, и у них внутри вот так вот общее есть пространство. И вот мне кажется, человек с другими людьми, с группой, или просто даже мы с тобой, у нас очень много этих кружочков, и они где-то пересекаются в очень многих местах, и вот у нас есть вот это общее, но при этом у нас есть другие кружочки, которые не общие, и тебе нужно будет... Но при этом это очень много пространства, которое не пересекается. Как тогда? Да. Но, знаешь, из этого я только что могу сделать вывод, то, что человеку на самом деле мало надо для счастья. Там даже, чтобы поддержать контакт, найти себе друга, не знаю, там, спутника по жизни или просто какого-нибудь партнера, в принципе, у тебя не должны все интересы пересекаться. У тебя могут быть просто интересные темы для разговора совместного и что-то общее. У нас с тобой... как же любовь? Любовь, у нас с тобой любовь. Ну... Это тоже большой вопрос. Да. Если об этом на самом задуматься, деле это еще сложнее. мозг. Что вообще связывает людей? Что вообще составляет людей
ментально быть связаны друг с другом. Ну, я думаю, то, с Типа- чего мы начали, прям вот с таких, это идет в очень узкие круги, начиная от глобального, там девочка, мальчик, с какой страны, там, не знаю, возраста, наверное. В принципе, наверное, возраст играет, мне кажется, большую роль, чем... Ну, это все равно не остальное. точно. Но это очень большая очень- группа, это очень далеко. Это не просто большая группа, это очень Да, то малая есть вероятность, что Да. это подойдет тебе. Я не смогу общаться со всеми людьми моего возраста на планете. То есть есть что-то, что связывает вот именно какой-то круг людей. Именно нас с тобой или именно еще 5 и нас с тобой. Все-таки видишь, допустим, может один из основных факторов, что дает людям вот этот мув как-то кооперироваться, находить друг друга, разговаривать, коммуницировать, не просто как бы обычное тупое желание выжить, потому что мы все вместе. Это уже все прошло И давно, это да. нет, это прошло, но это Но это осталось в заложено тебе, инстинктами, как да. в твоих генах. Мгм, Это то же мгм. самое, как страх. Тебе, в принципе, мало нужно бояться. Человечество предрасчитало очень много вещей. Да. Мы понимаем, что нам не нужно бояться камня, который упадет тебе на голову. Как бы нужно, он может упасть, вероятно. Но мы сделаем все для того, чтобы это предотвратить. Но страх остался как один из главных инструментов сохранения твоей жизни. То Да. же самое и здесь. Тебе, Инстинкт по идее, не самосохранения. нужно кооперироваться со всеми людьми твоего возраста, но что-то тебя подталкивает, и что-то должно быть такое, что тебя объединит с ними. Какая-то химия, какая-то магия, какой-то интерес, хотя бы что-то должно, что тебя объединить. Вот Да. в этом вот как раз-таки отличие квазигруппы, в которой нет рамок, от социальной группы, которая дает тебе точные рамки. Вот мы, социальная группа, мы буржуазия. У нас вот такие-то, такие-то параметры, вот такие-то, такие-то правила, вот мы делаем так. Это дает тебе Да, точное, да. что, слушайте, знаете, а мне кажется, мы с вами сработаемся, Мгм, потому что у меня мгм. тоже есть вот это, вот это, Мгм. вот это. А квазигруппа что-то такое вот, оно свободное, но рандомное. Ты подходишь, и ты чувствуешь так, что-то будет. Очень слишком много пространства для всего. Мы не упомянули, кстати, стили в одежде. Не хочу далеко Это в то, это чего мы начали. уходить. Это Да. то, от чего вообще все это пошло. Да. Мы просто не Да. могли определиться У меня стилем одежды. у меня наступил такой переломный момент, когда Гениальные вещи начинаются с малого. Да, мы переезжали в новое место жительства, так сказать, и я просто поняла то, что в какой-то момент мне хочется сделать рефреш, возобновление своего гардероба. Мне не нравится все, что там лежит, и я прям вот такую женскую маленькую истерику сделала, и мне не хочу, мне не в чем ходить. При этом у меня там просто 30 тысяч пакетов с вещами, типа, некоторые, ну, знаете, там парни, да, что ты говоришь, у тебя там миллион одежды. Нет, и вот когда хочется поменять свой стиль, я вот такая, вот мне не нравится вот эта майка, вот не знаю почему, но не нравится она мне. Вот я ее раньше носила, сейчас нет, я ее не хочу больше носить, а что тогда мне нравится? Вот я хочу пойти в магазин, вот просто пройти вот по масс-маркету, куда-то пошопиться, выбрать себе новый гардероб, но я понятия не имею, какого стиля я вообще хочу придерживаться, даже в таком деле каждодневном, когда нужно решать. Даже просыпаюсь утром, я думаю, а какая я сегодня? Какой у меня сегодня стиль? Что я сегодня надену? Я не знаю. Да. Это вечная проблема. Хотя, знаешь, люди же обращаются к стилистам, покупают себе капсулы, которые просто на сезон, Но не вот знаю. тоже это дает им общество вокруг. Они смотрят на свое Да, общество вокруг, да. они понимают, окей, вот это в тренде. Но что тебе делать, если ты живешь в обществе, которое тебе не нравится? Ты не можешь выбрать то, что тебе нравится. Как Ты мне не одеваться? всегда люди одеваются по трендам, так как мы живем в такой очень свободной стране. Здесь люди совершенно не могут одевать, что вы даже себе представить не можете в голове. На самом деле здесь люди, они серьезно могут такие себе наряды напридумывать. Там носки на уши надеть, и просто им будет нормально. И они пойдут на улицу, и все. Они не привязывают к себя к какому-то стилю. Наверное, они просто создали свой стиль какого-то хаоса, стиль панк-рока, андерграунда, я не знаю. Но это все равно имеет название. Это все я равно только что придумываю. это все равно underground. Это все равно найдутся люди, которые будут с тобой во флоу.
наши. Кто мы? Мы кто есть друг у друга. Вот Мы есть мы, у два. нас своя соцгруппа, присоединяйтесь. Если у вас нету определенного жанра музыки, вы слушаете просто все подряд от Валерия Меладзе до какого-то, назови мне быстро рэпера. Дрейк. До Дрейка. Потом, если вы, так же как и мы, одеваетесь Каждый день по-разному. куда душа лежит. Что еще? В общем, да, эта реклама нашей соцгруппы оказалась в конце. Мы предлагаем вам свое общество. Но только в позитивном случае. Только в позитивном плане. Да, вот так. Well, я думаю, если вы даже в данный момент смотрите это видео и дошли до этого поинта, вы тоже в нашей соцгруппе, потому что вам интересно, что мы делаем, и вы бы слушали бы тоже такие разговоры, о которых мы сейчас разговариваем. Если у вас есть что написать в комментариях, Да, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. пишите все свои мнения вообще, Мы что вы думаете по этому поводу. Мы принимаем все, потому что, как вы поняли, это не прям вопрос-ответ, и мы сами немножко, Да, у нас Плаваем. у самих миллиард вопросов. да, Наверное, именно поэтому мы пытаемся найти к ним ответы вот таким путем. я забыла слово, этих союзников. Да. В спорах рождается истина, а на наших подкастах рождается интерес. И все же, возвращаемся к теме этого видео, почему люди выбирают макеты поведения или вкусов. Я думаю, мое личное мнение, это все-таки для того, чтобы как-то найти свое место в обществе, найти себе союзников, друзей, какой-то свой круг общения, чтобы не быть одним, чтобы искать какую-то помощь и поддержку. Иногда люди выбирают себе какой-то шаблонный формат, как ты уже говорила ранее. Иногда это им не подходит, поэтому это видео, это такое... Здесь есть некоторые вопросы, о которых и нам, и вам, наверное, стоит задуматься. Наверное, это не то, о чем мы думаем каждый день, но все-таки это открывает какие-то глаза, это направляет поток мыслей, чтобы пересмотреть все, чем вы занимаетесь, кем вы себя считаете, и правда ли это ваше призвание, правда ли это то, что вам нравится делать, вы готовы посвятить этому энное количество времени. На самом деле, вот про макеты поведения, мне кажется, все в тот или иной момент своей жизни выбирали себе макет поведения или выбирали себе объективный образ, по которому они следуют, но после переваривания, осознавания, что это в принципе шаблон, а ты больше, чем шаблон, человек намного больше, чем шаблон, ты как-то вносил эти поправки, вот не то что поправки, а вносил вот эту характеристику в себя, отложил что-то себе. Господи, будь здорова. Расти большой, не будь большой, не будь лапшой. Спасибо. Да, все-таки вносил в себя какие-то изменения, и это тебя сформировало. Вот это, наверное, то, как вот этот флоу социальных групп и работает. Ты не четкая группа, ты не четкий character, ты не четкий шаблон, ты часть этого, ты микс этого. Это то, что приносит что-то новое в это сообщество. Да. То, почему оно растет, процветает, люди к нему присоединяются, и ты развиваешься. И Вот это, то, наверное, да, вот как раз-таки то, к чему мы пытались вот этим Прийти. брейнстормом прийти. то, что Ты не макет, ты не макет, и ты все вместе. никогда, Ты нечто большее. никогда не поздно менять что-то, находить новые хобби, Да. развивать какие-то другие направления, направленности. И в вашем каком-то определенном, в одной какой-то вашей соцгруппе, в которой вы себя отнесли, вы найдете новых людей, которые дадут вам идею на что-то другое. И так вы себя раскручиваете как человека, как личность. И это помогает, расширяет ваш круг всего, ваш кругозор, ваше окружение. В принципе, это меняет вас по жизни, на протяжении всей жизни. Век живи, век учись. Все время мы что-то учим, с кем-то знакомимся, что-то узнаем новое на протяжении, на самом деле, всего времени. И в этом и есть цветочек, в этом и есть вот эта вот загвоздка, даже не загвоздка, не могу даже понять правильное слово, в этом и есть интерес вот этого пути, даже не чтобы прийти от точки А до точки Б, а сам процесс, когда ты это делаешь, чтобы себя найти, ты каждый день
познаешь все больше и больше. И это уже становится частью себя, это уже ты. Вот так вот как-то. Вот как-то вот так вот, с точки зрения, как всегда с вами. Большое спасибо, что посмотрели. Ведь в конце видео мы вас благодарим. Мы вас благодарим. Боготворим и благодарим. Да. Поэтому чмоки в щеки. Спасибо. С точки зрения с вами. Делитесь вашим мнением. Shout out. Да, shout out. Bye.